Перед вами PSP, самая любимая портативная игровая приставка на территории постсоветского пространства. Ну сами посудите. 3D игры в маленькой вот такой коробочке, так еще все можно скачать из этих ваших интернетов. Я про образы игр, хомбрю приложений, даже видео с музыкой. Точнее, можно качать мультимедию, а вот остальное уже будет подходить под пиратство. А такое мы ой как не любим, да? Ну ладно, притворитесь хоть на секундочку, что это правда. И когда эпоха PSP подходила к концу, люди на удивление особо не смотрели в сторону PS Vita. Да, СМИ вопили о ней, был шум, громкие заголовки, но на сайтах, посвященных портативке от Sony и форумах, в массе свои люди хоть и интересовались Vita, но больше душнились по поводу той же цены, а остальные сдержанно выдавали базу, что надо дождаться, когда ее взломают. Ну и еще все дрочили на 2 стика, это было нюхау для зыски, да, было время. Опять же, это касается исключительно нашего региона и исключительно тех сайтов, на которых я обитал. И насчет взлома, ждать его пришлось долго. Но это не проблема, люди в PSP комьюнити умеют ждать. Спросите тех же владельцев PSP 3000 модели, которые в тот момент только-только получили что-то наподобие нормальной прошивки. До этого они каждый раз заходили и пытались поймать баг с картиночкой-эксплойтом, который вместе с этим работал как триггер запуска прошивки. Не напоминайте, время было геморное. И пока PS Vita пыталась доказать всем, что на нее есть игры, хитрые хакеры потихоньку взламывали ее и взломали. Естественно, это не была ситуация, когда сразу появляется прошивка и все в нее играют, причем рабочая не слетайка. Нет, вначале, как обычно, всякие хомбрюшки, а дальше все больше и больше. И несмотря на то, что Sony постоянно пытались вставить палки в колеса взломщикам, например, удаление подписки PS Mobile, которая определенным образом стала этапом в прошивке Vita, пираты все равно в конце концов выиграли. Они всегда выигрывают, это вопрос лишь времени. И в случае с PS Vita для нее это стало перерождением. Консоль стала универсальнее. Благодаря прошивке мы не просто получили возможность запускать уже вышедшие игры бесплатно, а эмулировать различные проекты с других игровых консолей, а также запускать хомбрю приложения, среди которых даже есть интересные порты. А что, звучит? И когда я пошел искать, что есть прикольного на Vita, то подофигело не количество хомбрюшек тех же самых, а то, что на их создание не забивают. Из 20-х годов вышло охренительное количество всяких интересных игрушек и приложений для Витки. Будет правильно подметить, что у PSP тоже есть немногочисленные примеры с такой же датой выхода, но их, во-первых, меньше, а во-вторых, разница в качестве видна невооруженным глазом. Хотя лучше один раз показать. Вот на PSP выходит порт Сталкера. Странно, конечно, это выглядит, но круто. Посмотрим, куда выльется. И пока вы это оцениваете, на PS Vita с 2 ног вносят порт GTA San Andreas. Это, понимаете, просто несравнимая история. Хотя очень важно уточнить, что этот GTA San Andreas порт Android-версии GTA-шки. И многие игры на Vita будут портировать именно по этому принципу. PSP, к сожалению, этим похвастать не может. Но зато в хомбрю играх на PSP есть что-то особенное. Например, одни и те же поделки на хэше. Нет, ну в какой-то степени это лампово, давайте будем честны. Сегодняшним видеороликом я хочу перевернуть страницу с видосами по PSP и глянуть, а что там с Витой. Но сначала... Папа, откуда у тебя такой классный ножик EVP Dragon Lore? Ух, сынок, ты не поверишь, я просто открывал кейсы на Epic Drop. Ты прав, не поверю. А зря, ведь именно там ты сможешь найти много крутых кейсов с хорошей подборкой дропа. Да и еще к этому на сайте вышла операция Road to Knife. И какие там приколы? Первое, халява для вас, друзья. По ссылке в описании вы бесплатно получаете билет операции, тем самым сэкономив 600 рублей. А там, между прочим, на 15 уровне вы получаете гарантированно перчатки или тайный АВП. И чем дальше, тем больше. На 60-м вообще можно взять крутой ножик. Второе, это новые 19 кейсов, где вы получаете очки за их открытие. А попадая в топ-10 за день или в топ-10 за ивент, вы сможете получить дорогие призы. И третье, тоже халява, бесплатный режим Diffuse Hero, где вам надо просто-напросто разминировать бомбу. А за победу вы получаете призы. Прикольная штука, согласен. По старинке, промокод на экране и ссылка в описании. А мы возвращаемся к ролику. Сразу скажу, PS Vita я держал в 2014-2015 году. Последний раз, когда мой друг пошел в туалет и сказал, ну можешь поиграть, пока я ссу. Отсюда, я думаю, вы понимаете, что опыт пользования у меня такой себе. Следовательно, прошу не угорать с того, как я устанавливал прошивку. Блин, материал повредился. Вот, не увидите мой позор, как грустно. Кто бы мог подумать, что такая ситуация может произойти. И вот я прошил приставочку. Сразу после пошел на сайт VitaDB. Хочется посмотреть, а какие хомбрюшки можно скачать. А так как я ютубер, то мое внимание сразу захватили хайповые GTA-шки, Лара Крофт и Mass Effect и Dead Space. Это как раз те самые пресловутые порты с андроида. И тут я узнал, что оказывается взломать приставку, прошить ее, это еще полдела. Если хочешь играть именно в это, в GTA-шечки, Mass Effect, то тебе нужно через файловый менеджер закинуть в определенные места вот эти файлики, а в внутренних конфигах прописать пути к ним, чтобы при запуске не было вот таких ошибок. Да какого хуя, блин? Не, ну вы не подумайте, в конце концов я игру
игру тут запустил. Вот, бегаю, играю, кайфую, офигенно. Вообще получается какая-то китайская консоль на максималках. Только она японская. И не сказать, чтобы это клон чего-то. Но суть вы поняли. В любом случае, если говорить о покупке какой-то интересной вещицы для портативного гейминга, то, по-моему, PS Vita это самый лучший вариант. Ну а чё? PSP эмулирует. Различные интересные порты GTA San Andreas, GTA Vice City тоже имеются. Нет, правда, на мой взгляд, PS Vita это просто охренительный выбор в 2023 году. Единственная проблема — это карта памяти. Я до последнего буду топить за то, что если ты хочешь без гемора пользоваться биткой, то лучше взять карту побольше. Чтобы вы понимали, я установил GTA San Andreas. Все работает, круто, классно. Только вот ее кэш, который нужно, кстати, тоже предустанавливать, занимает всю флешку. Видимо, тот самый друг, который Сет решил сэкономить, взяв карточку всего на 4 гигабайта. А значит, если я захочу предустановить что-то другое, мне придется все чистить. Грустно, печально, вот вам немного моего нытья по ситуации, которая называется «У меня Феррари, а я езжу на нем только в деревню». Зато потом возьму флешечку нормальную и установлю все порты. А их очень много, между прочим. Первые два Fallout, Герои Меча и Магии 3, Lara Croft, Dead Space, Bully, GTA Vice City. И портировать буду дальше, уж поверьте мне. Потому что консоль способна воспроизвести нормально все эти игры. А если видишь небольшие лаги, то можно даже поднастроить витку через отдельные программы. Но это уже другая история. Только вот когда речь заходит про порты, всегда надо разбираться с кэшем. Всегда. Откуда-то его дополнительно качать. Первые разы устанавливать плагины, потом уже этого можно не делать. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев. Потом еще сальтуху сделать назад. Короче, все не так просто, как было на PSP. Ну, когда закинул файлик и играй. Нет, на Вите тоже есть такие примеры. Просто они не такие же охренительные, как порты. Хотя они в большинстве своем нормальные, я бы даже сказал хорошие. Backrooms на Вите? Да пожалуйста. Графа, геймплей, все в порядке. Любишь Cuphead, и для тебя есть вот такая поделка. Точнее, будет сказать переделка. В наличии и забавные клоны Call of Vita Hack Zone. Как несложно догадаться, это чудо должно в первую очередь использоваться в онлайне. А сама игра — это Warzone по всем критериям. Только кривой какой-то. Модельки, анимации. Да тут даже когда падаешь, можно разбиться, ведь парашют автоматом не открывается. Да, нашел вот в таком мире до чего докопаться. Вот явно проблема только в парашюте, Макс. Но больше всего я проорал зомби-режима. Вы когда-нибудь видели, чтобы живые мертвецы херачили по вам огромными плазменными шарами? А вот для местного Hack-Zone это в пределах нормы. Среди файтингов также нашлись уникальные поделки. Vita Fighters, и это типа Jump Force такого. У нас есть персонажи из различных аниме. Мы выбираем себе любимого и деремся, кайфуем. Что сказать, прикольно? Да о чем говорить, на Виту даже сделали симулятор игры в кальмара. А пока вы думаете, нахрена он вообще здесь, я просто тихонечко добавлю. Кто-то на эту консоль создал клон Pokemon Go. Некоторые хомрюшки это, конечно, плавилка лютая. Слушайте, мне одному кажется, на Вите настолько дохрена выходит и крутого контента, и, прямо скажем, наркоманского. Из-за чего появляется ощущение, перед нами Google Play или что? Не, ну правда. На PSP, к сожалению, все хомбрю игры были плюс-минус похожи, поэтому такого сильного контраста просто-напросто не было. А тут разница видна невооруженным глазом. И это, на мой взгляд, даже круто. Как я понял, недалек день, когда будут портировать и условные стендоффы, онлайн-игры. Причем это очень легко ведь. Android-игрушки же любят портировать, ну вот. Тут, как говорится, было бы желание, как я понимаю. А еще, может быть, они когда-нибудь на Vita сделают лаунчер для Роблокса. Не, а почему бы нет? 100% запустится, а бородатые мужики только будут рады. Да, даже они играют в некоторые плейсы, примите это. Просто не во все плейсы они бегают, играют, потому что половина плейсов говно, а есть и нормально. Ну, это дефолтная история, зачем я еще вам это рассказываю, ролик не об этом. Лично мне кажется, через определенное время можно сделать более типичный видос на моем канале про хомбрю на PS Vita, где мы разбираем с самого начала исключительно самый кринж. Или наоборот, поговорим о крутых проектах. Сегодня же мы не стали в нее погружаться с головой. Сегодня же мы просто глянули, а что там на Витке, как она себя чувствует, жива ли, и вывод у нас какой? Конечно, живей всех живых. И мне кажется, что в ближайшее время ситуация сильно не изменится. Наоборот, в плане контента она будет только улучшаться. Все, взял, обнял, засосал. На этой ноте я с вами прощаюсь. Играйте в хорошие игры, а я поиграю в плохие. Удачи, пока!